Всем привет, это Егор, и вы на моем канале. Сегодня мы обозреваем один из самых маленьких наборов, который будет представлен с начала года. На самом деле он уже появился в продаже. Это вот этот вот прекрасный мотоцикл. Набор 42-132. Здесь 163 детали. Не смотрите, что рекомендуют блогеры. Для творчества достаточно и вот такого вот набора. И вообще для творчества я даже рекомендую начинать именно вот с таких наборов, как этот. Он функциональный, вы поймете, что такое функции, вы поймете, что такое лего, как это соединяется, какие у вас ощущения. Может, вам не понравятся вообще вот эти все ощущения этого пластика. Поэтому прежде чем покупать BMW или даже Ducati, вот, 500, 600, 700 рублей его цена со скидкой. Давайте мы распакуем и посмотрим, что внутри. И, кстати, да, здесь целых две модели. Первая модель это вот такой вот чоппер, а вторая модель какой-то кастомный мотоцикл. Даже не знаю, как его назвать. Давайте соберем и посмотрим. 3 пакетика, 2 типа шин, узкая 43, 43, не 49, и широкая 43. Есть наклейки. Отличная наклейка с фарой. Мне нравится. И также крышки бензобака. Что по инструкции? Маленькая книжка. Список деталей всего на одном развороте. Вы знаете, это прекрасный набор. Здесь есть ценные детали. Например, есть новые коннекторы. Длинные. Есть 2 коннектора Dark Bluish Gray номер 3 угловых. Угловые коннекторы, звенья цепей. Цепь, кстати, вообще довольно редкая деталь. Она обычно бывает в наборах, но не меньше, чем тот же Ducati размером. А вот для тех, кто хочет пощупать в руках эту цепь, может купить набор вот такого размера. Да, и тут даже есть шестеренки на 24 и на 16. Не скажу, что прямо супер огромный набор. Тем не менее, я вижу здесь наличие множества полезных деталей. А такие маленькие наборы, они, как правило, всегда имеют всего понемножку, но годноту полезный. Окей, начинаем собирать. И интересно мне, знаете что, если инструкция для второй модели прямо здесь в комплекте, было бы классно. Пока вижу только инструкцию для одной модели. Видимо, для второй модели нам скачивать инструкцию нужно, да, с сайта. И я думаю, что пока на сайте этой модели еще нет, да, инструкции для второй модели пока нет, поэтому будем собирать одну модель. Хотя вы знаете, честно говорю вам, вторую модель можно собрать просто по картинке. Вот реально. По картинке можно собрать. Мне кажется, несложно. Как быстро я смогу собрать такой мотоцикл? Вообще, это хороший подарок, например, просто человека, который пока лего не интересуется, но вот он соберет такой маленький набор, и, возможно, его это затянет. Поэтому, если вы смущаетесь, сомневаетесь, нужно ли покупать вашему близкому человеку подобную игрушку, просто купите вот этот маленький набор и посмотрите. Пойдет, не пойдет. Во всяком случае, не будет жалко потраченных денег. И он на полке будет стоять, никому не мешать, никого не трогать. Так, похоже, мы сейчас собираем двигатель, макет двигателя. Да, представляете, здесь по функционалу есть не только рулевая система, но и макет двигателя. Пожалуй, не хватает только подвески, чтобы набор встал в один ряд с большими собратьями. Ну, не Ducati, конечно, и BMW, но их предшественники, которые не имели коробку передач, но имели двигатель. И, кстати, в качестве деталей коленвала используются кулачки. Довольно редкая деталь, особенно в таких маленьких наборах, она не часто встречалась. Слушайте, ну прикольно. Поршневой движок сделан оригинально. Здесь не оси прыгают, а пины будут прыгать. Вот такой вот простейший поршневой двигатель, но работает очень плавно. Это намного лучше, чем мы видели ранее, где у нас коленвалом служили вот такие вот детальки. Тот мотор работал не так плавно, как этот. И, кстати говоря, почему нет, такие детали нужно было, мне кажется, сразу использовать в качестве коленвалов. Так, и вот я клеить буду сейчас наклеечки. Цилиндр и ребра для охлаждения.
я собираю мотор. Вот так вот, почти на стапеле. А вот и новая деталь. Таких тут две. И вы знаете, цвет Dark Bluish Grey, конечно, выбран здесь, на мой взгляд, не очень удачный. Такие панели в темно-сером не так часто можно встретить. Поэтому, как удлинитель больших панелей, полезность ее сомнительна. Я наклеил криво немножко наклейку фары, поэтому попробую сейчас вашим методом, который вы писали мне в комментариях, с помощью листка бумаги, где была наклеена эта наклейка, я попробую ее поддеть и переклеить ровно, ибо накосячил. Поддел, нож не нужен. Только ради наклейки стоит купить этот набор. Она пойдет в любую самоделку. Ну, естественно, если вы строите какую-то старую ламповую технику, например, FG Cruiser, прямо идеальная деталь для фары. Ну что, готово, собрал. Осталось немножко запасных деталей. В общем-то, как всегда, каждая мелкая деталь имеет запасную. Ну и смотрим. Вот такой вот мотоцикл. Крутой. Я очень долго пытался найти, в чем проблема. Потому что проблемка здесь все-таки есть без... Без ложки дегтя не бывает. Они не закрепили заднюю сидушку. Вот что это? Что это такое? Все отлично. Вот смотрите, он классно стоит и в статике смотрится круто. И в движении очень приятный. Конечно, такого рокота мотора, как у Chevrolet Corvette или всех остальных машин этой линейки с поршневым двигателем, такого рокота, такого громкого нету здесь. Очень плавно работает мотор за счет того, что кулачки такие почти овальные и не имеют резких закруглений, резких радиусов. Вот. Он стоит хорошо за счет плоской резины. Огромная цепь. Конечно, здесь речь о масштабе вообще не идет. Это мотоцикл такой образный, схематичный, я не знаю, мультяшный, может. Наклейки, которые изображают ребра охлаждения цилиндра, 3 поршня, цепь, огромные шестеренки. Давайте подберем наездника. Да, у меня есть свои куклы Лего. Можете считать это кризисом среднего возраста и шутить сколько угодно. Радикулит, что ли, не гнешься ты? Слушайте, нет, она может только сидеть в таком вот, только в расслабленном виде. Очень жаль, конечно, что нет инструкции ко второй модели, к альтернативной. Я обязательно собрал бы прямо сейчас при вас второй мотоцикл. Хотя, еще раз повторюсь, там конструктивно он очень схож с основной моделью, поэтому можно даже собрать по картинке. Может быть, я это сделаю позже и покажу вам. Ну, типа в формате шортс. Ну, очень классно. Хороший угол поворота. Мотоцикл стоит на полке. И даже несмотря на свою вот эту громоздкость, простоту, он имеет такую характерную форму для чоппера. Мне нравится. И как ресурсник хороший, как демонстрационная техник-модель хорош. Классный мотоцикл за свои деньги. Поэтому рекомендую как на запчасти. Правда, в этом случае, наверное, имеет смысл брать 2, чтобы у вас было колес как минимум одинаковых, парное количество. Как на запчасти, так и на полку, ну и на подарок. Отличный набор. Куплю 20 байков, чтобы сделать 10 FG Cruiser'ов с нормальными фарами. На этом все. Что у нас будет еще? В этом году мы планируем снять для вас рум-тур. И, возможно, что-нибудь еще интересненькое. До скорых встреч, пока.